На Чукотке Беринговский – это единственный район, где есть каменный уголь. Наличие угля разведали еще в конце 19 века, но к активной разработке приступили в конце 30-х годов. Туда высадилась партия, начали разрабатывать. Уголь там, в Беринговском районе, более качественный, потому что это уже каменный уголь, марка Г, газовые угли и коксующиеся угли. Шахта существовала до 2015 года, до того момента, пока ее не ликвидировали. То есть ликвидировали по решению комиссии, и как тогда писали в средствах массовой информации, потому что шахта высокодотационная, невыгодная, и это бы все как бы было нормально, если бы в это же время, даже чуть раньше, территорию угольного бассейна вокруг шахты, вокруг поселка Беринговского, не отдали, не продали австралийской компании. В прошлом году они дошли до объемов 1,5 миллиона тонн коксующегося угля. Коксующийся уголь – это экспортный вариант, то есть он идет не на Чукотку, он поставляется в страны Юго-Восточной Азии, в основном в Китай. Проблема экологии сразу возникла, вот прям моментально, потому что добыча ведется открытым способом, и место добычи и морской порт – это 25 километров, и дорога проходит возле поселка. Поэтому вся дорога, ее называют в Беринговском черным змеем. На юге Чукотки не первый год тлеет конфликт между крупным угольным бизнесом и местными жителями. В конце 2016-го компания Берингпромуголь, дочка австралийской Tigers Realm Coal, стала разрабатывать угольные карьеры близ поселка Беринговского и села Аль-Катваам. Объемы добычи постоянно растут. В 2023 году Берингпромуголь добыл рекордные 1,6 миллионов тонн сырья. Это на 56% больше, чем в 2021. Жители жалуются на едкую пыль и угольное загрязнение, которые травят их самих, уничтожают жизнь в местных реках, море и в тундре. Но людей уже много лет не слышат ни представители власти, ни Берингпромуголь, ни их австралийское начальство, обещавшее местным лучшую жизнь и охрану природы. Я помню, мы раньше собирали бруснику, мы оттуда вот так выходили сюда и сюда выходили. Помнишь, и сюда на дорогу и пешочком выходили и домой шли. А сейчас ничего. И она даже не очистилась, веточка. Она и не очистится. Она все. Это я не знаю, сколько тереть надо. Если бы вот так бы в 2008 году бы вернуться в прошлое время, и как они нам предлагали, говорили, что это ничего не повредит природе, и не будет, если бы мы знали бы, что вот такая пылюка будет. Да вообще погубили тундру, это кошмар. Это не только коренные люди говорят, это же и русскоязычное население также. Мы все живем в одном поселке, мы все дышим одним воздухом. Естественно, это проблема для нас всех жителей. Да. До слез. Да. Ой, моя тундра. Не могу. Уже сюда не сходишь, не заберешь. Вот одно место. Что я вот видите? Я разговариваю и записываю, что попало читать. Девочки, сравнить, как мы жили раньше, когда именно был Беринговский район, именно Беринговский район, когда был, уголь добывали только закрытым способом. И поселок у нас был игрушка, район был вообще шикарный. А потом, я так понимаю, что была политика наперед, на десятилетие. И, естественно, уже в 2008, когда первые пришли, и они начали говорить о добыче угля, естественно, они встречались с членами ассоциации, говорили, как мы будем хорошо жить, что у нас будет
все асфальтировано, что у нас чуть ли не и светофоры у нас здесь будет, что люди так богато будут жить хорошо, что у всех будет машины. И светофоры будут вот так. Некрасиво, конечно, вот, ну, знаете, как сказать, некрасиво, как бы с обманом пришли. И оно продолжилось. Дело в том, что трасса-то вот эта вот, она и была-то раньше, собственно говоря, но по ней-то такого потока не было транспортных средств. То есть это же с приходом компании стала актуальна вот эта вот проблема с пылью, которой мы вот дышим, все ходим здесь. Это серьезный такой момент, на который нельзя не обращать внимания. Я пошел за хлебом, смотрю, что-то задыхаюсь, ужас. Ну прям одышка такая в машине, и бронхи прям болят. А я в очках, тут многие в очках же ходят. А снег черный. Так, тут белый, а потом черный. Они нам обещали поливальную машину, дорогу поливать. Первый раз они прислали поливальную машину для огорода. То есть вот так строечкой машина едет и строечкой тоненькой поливает вот так. Это не гоже для нашей дороги-то. Они попытались, все, а потом они поняли, что что-то у них там потом сломалось. Они сказали, что еще купили. И вот же в прошлом году и начали и губернаторы, и жители, все стали говорить, что опять же, что пообещали, где ваша поливальная машина. Мы ее не видим, вообще не видим. И вот сейчас, вот возьмите, что они ждут? Вот возьмите и поливайте. Нет, они ничего не поливают. Да, там они какой-то год пытались эти угольные кучи накрывать. Понятно, что им это неудобно при загрузке, да. С этими тентами тоже на сканиях этих. Тоже им неудобно. Это он теряет время, водитель, да. Но поливальную машину он обещал с самого начала года. Он привез ее, но она почему-то даже на дорогу выехать сама не смогла. Это вот самый яркий пример патриотизма. Когда мы отечественное ликвидируем, государственное, отечественное, и отдаем на откуп в концессию иностранному капиталу. И можно было бы, скажем, с очень большой там натяжкой сказать, ну, у них современные технологии, там, деньги, еще что-то. Но они же привозят своих людей. Потому что что такое шахта Беринговская? Это в первую очередь люди, которые здесь жили. С закрытием шахты эти люди уехали. Ну да, им предложили условия у австралийцев, но эти условия были хуже, вахтовые, потому что современной горной геологии добытчикам им постоянка не нужна. Вот, это лишние расходы. А шахта Нагорная — это в том числе и социальный объект, градообразующий. И вот эта вся совокупность, она как раз и приводит к тому, что мы здесь, люди, живущие на Чукотке, мы не нужны. Вот это печальнее всего. Все можно понять, что времена прошли, нужно закрыть, нужно еще что-то. Но когда ты видишь, что вот то наследие, которое было, люди не нужны, что, ребят, все, вот теперь мы будем качать бабло. От загрязнения страдает и бухта Угольная, что соединяется с Тихим океаном через Берингово море. В ней расположен порт, откуда ископаемые уходят на экспорт в страны Азии. Ничем не прикрытые угольные кучи стоят под открытым небом. Берег загрязнен черной крошкой. Но это полбеды. По словам активистов, в порту не соблюдаются даже минимальные экологические требования. С судов не откачивают нефтесодержащие отходы и сточные воды. Они отправляются прямиком в море, а твердый мусор закапывается на территории порта. В больших портах, да, даже в малых портах подъезжает машина, все с лодок выкачивает, ну как это должно быть. А тут же ничего нету, даже корабль долго стоит у нас на рейде, никто ничего оттуда не выкачивает, никто воду закачали им, все. А остальное, понятно, куда это все выходит. И тоже этот вопрос задавали. Он говорит, к нам приезжает машина. Я вот сколько там проработала, 2 навигации, я ни разу не видела, чтобы эта машина приезжала, что-то откачивала. Там морпорт, там сейчас же уголь, естественно, ветра, дожди идут, все смывается, и все это в бухту. Естественно, стекает все.
Если мы раньше, вот спросите у любого беринговского, мы каждую весну уёк приходил к нам. Это вот такая рыбонька, как она еще по-вашему называется? У нас уёк, а мойва. Вот. Ходили вот с сетками, просто ведрами вот так набирали, черпали и все. Сейчас рыба не заходит уже сюда. Это вот уже в бухту. который год, да. Уже который год она не заходит. Естественно, она не зайдет, если там ненормально. Мы сейчас не знаем, как лагуна покажет в этом году, что по рыбалке. Даже вот сюда в Устья заезжаешь, но не было столько угля на побережье. Ну, просто не было. Вот я все время тут расту, я езжу каждый год на это море, но не было. А сейчас, если поехать там, ну, можно, котельную год может топить этим углем. Просто все оно вымывает сюда. Все, что они рассыпают, вымывает сюда. Рыбу иной раз разделываешь, и в ней прям уголь. Я не знаю, вот как алькатвам еще может год, и потом он вообще останется без ничего. Мало того, что без рыбы, но и без всякой живности, это точно. Потому что там они нарыли, дай бог, лет на 100, чтобы это восстановилось все. Национальное чукотское село Алькатваам ближе всех находится к угольным разрезам. В нем сегодня живет меньше 100 человек. Алькатваам стоит на одноименной реке. Название в переводе с чукотского языка означает «река с углублениями». До прихода угольщиков в ней водилась ценная рыба – кита, горбуша, кижуч, голец, хариус. Сегодня она почти исчезла. Чукчи перекочевали в эти места из села Туманское, которого уже нет ни на картах, ни на местности. Алькатваам образовался в 1953 году как спутник Беринговского. Поселение разделяет всего 20 километров, но дороги между ними нет. Лишь болотистая тундра, которую местные пересекают на вездеходах. Вот Гека. Вот здесь вот как бы Беринговский, Алькатваам. А вот здесь посередине между Анадырем и Алькатваамом есть река Туманская, да. Вот лагуна Тымна, и вот здесь как раз река Туманская. То есть тут было на стойбище, да? Началось того, вначале приезжают и ищут старики, ищут они, скажем, где будет у нас новое поселение, потому что эти несколько поселений укрупняемся в одном месте. Но они нашли вот это место. Когда мы выросли, вот сегодня только вспоминали, на речку смотрели с Ириной Владимировной, мы говорим, мы застали то время, когда водичку можно выпить, а сейчас боишься. Независимой экспертизы не было. То есть понятно, что есть государственные экспертизы или там внутрикорпоративные, но это не то же самое, что независимая экспертиза. Как сейчас происходит? Забор воды берут возле разреза угольного и возле села Алькатваам. Говорят, там все одинаково. Ну да, здесь одинаково, потому что забор воды нужно выше по реке брать, ну, чтобы было понятно, загрязняют или не загрязняют. Подобной истории нету. Конечно, кому верят? Тому, что написано на бумаге. Вот написано, отчеты у них вообще на 5, на 10 все. Ну а толку, что здесь же тоже вы фотографировали ту же речку. Да. Были же такие случаи, когда на поверхности, когда в глубине осадки эти. И даже сейчас, если вот взять, посмотреть, они же как камни-то и не очистились. Прошли трактора, и весь лил забило, вот где нерестится нерка. Вот она, в грязи. А вот он прошел трактор. Беринпромуголь, это же, от Москвы. Они все, им бесполезно что сделать. Там, если Путин сказал, черпать уголь, он пойдет китайцам. Все идет. Спивека тоже. Там все черпать. Вплоть до грунта. Я там работал. Кажется, тут надо, чтобы предприятия соблюдали экологическое законодательство. Потому что, видите, они же нас сейчас туда не пускают.
Да. А если не пускать, значит, есть что скрывать. И я думаю, что в плане того, что, ну, пустите, мы просто посмотрим, насколько это... Ну, понятно, что уже, как бы, если уже там 1 000 000 тонн добыли, еще там 100 миллионов должны добыть. Конечно, кто запретит это? Конечно, оно уже... Маховик-то закрутился уже. Ну, это все касается ихней. Ну, очистительные, все вот это поставьте. Да, ну. очистительные хотя бы. Это вот что такое? Я председатель ассоциации коренных малочисленных народов. По селу Алькатлам приехали с внеплановой проверкой на базу Кемпа, Берингпромугля, для установки, выявления нарушений экологии, если таковые имеются. Вот. Проверка производится внепланово. Мы спиной у реки Алькатлам грязь, глина, все это смывается в реку. Река относится к высшей категории рыбопромыслового хозяйства. Все это сливается, стекает в речку непосредственно. Ниже по течению находится национальное село Алькатлам. В этой реке мы всегда вылавливали и гольца, и горбушу, и киту, нерку. И все это сейчас смывается весенним паводком в саму реку. Ну, Голец, блин. Раньше Голец, блин, прямо черная речка была. Сейчас, блин, 1 Хариус. И то 2, 3, 4 хвоста, блин. Ну, опять же, это мое объективное мнение. Конкретно. Вот вспомни, Федорович, когда Гольца была тьма. Но. Вот к речке подходишь, прям вот. Ну, она прямо с берега, да. Брызгу кидаешь, вот натурально, в полном смысле, там не обязательно, чтобы он схватило. То за спину, то за задний плавник вытаскивали. Да, прямо вот царапаешь и все. Но я к чему хочу сказать. Федорович, помнишь? Весь Беринговский, все, что на они колесах всегда было, ездили, да. все ехали сюда не сетками рыбачили, они водили, блин. Не водили, то есть рыбу черпали. Это да. было каждый год. Да. Каждый год. Да. Все, что на колесах, все двигалось сюда. И, мое мнение, ее просто вычерпали. Ее просто она не успевала размножаться. Да, и корочку, блин, выбросить. Ее становилось гораздо меньше еще до прихода стука. До да, прихода стука. Да, кстати, да, я с тобой согласен, Сережа. Ну, это же все на моих глазах было. И как бы просто сейчас вот, появился козел отпущения. Давайте все на них свалим. Как бы, ну, это опять же повторюсь, это мое мнение. Но это было в 90-х годах. Помнишь, когда это все это... Голодные года как раз, людям есть нечего было. Да, все ехали прямо за рыбой. ездили туда, Все ехали, черпали эту рыбу без... Вот прям неимоверно черпали. Вот, ну, как бы... Мы все привыкли ловить столько, сколько мы съедим, столько, сколько мы... Да. А то потом сидеть и думать, куда ее девать? Ну, все люди, мы все одинаковые. Как бы, а черпали столько, что, ну, тебе столько не надо. Вам столько, вы столько не съедите. Потому что ехали, всем есть нечего было. Ехали, везли на всех. Однако большая часть алькатлаамцев уверена, перевылов в 90-е ни при чем, и в нынешнем отсутствии рыбы виноваты угольщики, загрязняющие реку. Местные не представляют, что будет с их родиной дальше. В апреле 2024 года Tigers Realm Coal продала свои активы российской компании APM Invest, которая принадлежит бизнесмену Марку Бузуку. Совершить сделку пришлось из-за международного давления. В Австралии российский уголь считается подсанкционным товаром. Однако пока новый владелец никак не проявил себя в регионе. Но сегодня жителям хватает проблемы с местным руководством компании, в частности, с исполнительным директором Берингпромугля Сергеем Ефановым. Активисты рассказывают, по указу угольщиков в порту предпринимателям могут задержать выдачу контейнеров, в том числе со скоропортящимися продуктами. Люди боятся взять пример с контейнерами. Да пусть приезжают, получают. Но предприниматели едет, Ефанов говорит, нет, не выдавать, нет, не выдавать. Просто контейнер стоит на причале, он сам ему мешает, этот контейнер, и мешает общей работе. Но он говорит, нет, не выдавать.
Тут же звонят Гаврилину. Гаврилин, да он же отдал вам уже контейнер. Ну, на деле-то нет. То есть вся проблема, он поселок Ефанов от себя отвернул. Мало того, что поселок, он даже с главой администрации нашей разорвал отношения. После продажи тайгерсами активов российской компании я, например, перспектив по улучшению экологии и подходов к ведению бизнесов я не ожидаю. То есть я ожидаю ухудшения. С чем связано? Потому что нету обратной связи. То есть, во-первых, все население вместе Беринговского и Аль-Катвама, хорошо, если 1000 человек. Вот 1000. Это крайне мизерное число. Активистов совсем буквально там единицы. Кто будет возмущаться? Если кто-то что-то и будет возмущаться, кого-то можно там административным путем заставить замолчать, кого-то, не знаю, там купить за бусы. Я сомневаюсь, что вот этот будет способ. Скорее всего, административный какой-то ресурс. И даже еще больше просто замалчивание. Я говорю, даже наших местных, кто работал в Берингпромуголь, я просила, говорю, давайте. Я не буду афишировать, что это вы мне сняли там. Что-то, какие-то фотографии. Я никому ничего. Нет, я тут работаю, я отсюда кормлюсь, я отсюда поюсь. И вот так вот. Люди боятся. Одни там умирают за страну, да, калечатся. А мы на этой стороне не можем ничего, потому что руки у нас повязаны, все у нас, куда бы ни жаловались, везде молчок. Это ж тоже ненормально. Так и получается, вот она, Келинейская сопка, да, то есть это вот Фандюшкинское поле. А они же сейчас еще будут с той стороны добывать. А это как раз та сторона, она идет на Беринговский. То есть и сейчас в стороне Беринговского тоже рыбы, скорее всего, тоже не будет. То есть получается вот наш как раз Беринговский куст, и мы останемся вообще без рыбы. Обидно. И Сережке обидно, и мне обидно. И любому здесь все бухают. Все, до лампочки. Главе администрации скажешь. Ей там скажут, иди, Москва здесь правит. И все. Никто ничего не скажет. Тоже когда разговаривали, говорю, вы приехали и уехали, а нам что останется нашим правнукам? И я так думаю, что вот это зря они затеяли открытым способом, потому что нарушается все. Это воздух, это речки, это вся тундра. Однажды они уйдут, а люди-то все равно будут жить. 1000 человек или 200 человек или 300, неважно. То есть это вот те, кто об этой проблеме говорит, то есть они говорят не о себе, они говорят о потомках. Потому что главная задача, как мне кажется, человечества, это передать вот то, что у нас есть, хотя бы вот то, что есть, нашим потомкам. Нам же это как-то досталось худо-бедно в какой-то вот форме, давайте мы туда передадим, а не выжженную землю.